сотни осмелившихся мы выбрали одного, который давно мечтал о диких просторах. Вот как-то, видимо, не сложилось. Мы предложили ему тур, дар, вот только не сказали куда. И сейчас он, а точнее она, бродит по аэропорту Шереметьево, пытается понять, что и как будет происходить. Наблюдать за этим одно удовольствие. Да ладно! Меня зовут Юлия, я из Самары. Хотя сейчас я нахожусь в Москве. Куда я лечу и что там будет, я не знаю. Знаю только 3 вещи. Это будет в России, я никогда этого не делала, и это будет красиво. Здравствуйте, я Валя Афанасьев, и это походное шоу «Мне красиво». Я нахожусь в минеральных водах, и наш герой появится здесь с минуты на минуту. Привет! Как долетел, рассказывай. Отлично. Аэропорт Шереметьево такой огромный, что там в центре установили глобус, вокруг которого вращаются планеты. Кайф. Вижу, ты уже улыбаешься, значит, мы двигаемся в правильном направлении. Как думаешь, что тебя ждет в ближайшие 4 дня? Что-то, что я никогда не делала. Пожалуй. Давай посмотрим, что у нас тут есть. Так. Снимай кепку. Она тебе больше не О, боже, пригодится. что это? Это зачем? И еще немного вещей. Ого! Смотри, твой рюкзак собран по принципу 3 слоев в горах, которые можно комбинировать и чувствовать себя комфортно в любую погоду. Первый слой – термобелье. Он нужен для отвода влаги. Задача второго слоя – сохранять тепло. Третий слой – для защиты от ветра и дождя. А для любителей стиля в горах есть отличная вещь – тартуга. Кошки, ледоруб, треккинговые палки для серьезных гор. Еще берем разные нужности, которые сделают путь комфортнее и безопаснее. И, кстати, в этом путешествии мы обойдемся без 100-литровых рюкзаков. Я взял для тебя баул. Юля, на самом деле, мне интересно не только улыбки и слезы на твоем лице. Да, я очень рассчитываю, что будет и то, и другое. Мне очень интересно понаблюдать за тем, как твое тело отреагирует на высотные и климатические изменения. Поэтому я даю тебе вот это. Это умные часы. На самом деле, я не очень знаю, куда нам ехать, поэтому включай навигатор, он там есть, и погнали. Я думала над тем, куда меня могут отвезти, и погуглила, и решила, что это точно не Алтай и точно не Камчатка, потому что там сейчас плохая погода. Меня точно не забросят туда, где идут дожди и где супер холодно. Южнее. А еще я подозреваю, что это будет связано с горами, потому что я посмотрела, куда водят туры Пик, и там было очень много гор, вообще нереальных каких-то. Я думаю, что меня могут попросить сделать все, что угодно. Мне кажется, что это будет связано с тем, чтобы я хотела почувствовать, попробовать. Я знаю, что это может быть связано с моим страхом, а я очень сильно боюсь высоты.
Как было бы здорово, если бы в этом походе я увидела что-то невероятное. Например, стоя там наверху, на вершине, звездное небо. Или если бы я сделала что-то такое, чем потом бы гордилась. Ну, например, прошла по подвесному мосту. Как было бы здорово, если бы в этом походе я открыла для себя новое удивительное место. Почему они такие огромные? Собаки не бывают такие огромные. Это просто реально медведи какие-то. Это какой-то капец. Доброе утро. Я сегодня, знаешь, даже какую историю придумала, что в горах нет прошлого, в горах нет будущего, в горах только ты, то, кем ты являешься, потому что тебе не на кого положиться. Ты остаешься сам собой, со своими мыслями и с тем, кто ты есть. Красота — это видеть Эльбрус так близко. Я думаю, что это 90% моей мечты. Дальше будет проще.
Пойдем кушать. Идем, только не через эти камни. И тут я точно понял, что мы идем к вершине Эльбруса. Но сначала надо немного отдохнуть и подготовиться. Мы экипируемся, берем высокогорные ботинки, толстенные пуховики, мембранную одежду и пуховые шорты, прыгаем в последний вагончик канатки, селимся в приют на 3800 метров, и в 3 утра случится это. Смотри! А знаешь, Юля, я в своем познании настолько преисполнился, что я как будто бы уже 100 триллионов миллиардов лет проживаю на триллионах и триллионах таких же планет. Понимаешь, как это Земля. Мне уже этот мир абсолютно понятен. Я здесь ищу только одного – покоя, умиротворения и вот этой гармонии от слияния с бесконечно вечным. Бесконечно вечное. Мне красиво. Йети на Эльбрусе не найден. Я не видел никаких йети. Определенно, это была горная болезнь. Какие-то следы видела. Кстати, еще пока не опознала, чьи, может, и его. Найдено другое. Я нашла, наконец-то, свою мечту, осуществила ее и встретила самый прекрасный рассвет в безумно красивом месте. Мне очень понравилось, что наше путешествие, наш проект, наши приключения смогли вызвать у Юли эмоции. Потому что в один из дней она плакала и не могла сесть на канатку, в другой из дней она смеялась, хохотала и подбегала счастливая: «А, Валя!» Пока я писал, она не видела, конечно, что я писал, но она подбегала и обнимала меня. Абсолютно счастливый человек, увидевший закат на Эльбрусе. А вообще восхождение на Эльбрус — это не так просто, как кажется. Эльбрус – суровая гора, несмотря на то, что это считается одним из самых простых пятитысячников. Я всегда пребывала в каких-то романтичных мечтах по этому поводу.
Это очень ветрено, это очень рано, и это очень тяжело физически. Больше всего во время восхождения я переживал за погоду и, конечно, за Юлю. Это был ее первый высокогорный опыт, ну а погода была, надо сказать, очень даже суровая. Там нету возможности где-то укрыться, спрятаться, перевести дух. Она красивая, она похожа на грудь. О чем тут еще говорить? Вообще сниматься не так просто, как кажется. Были опасения, что меня сбросят с парашюта, и пару раз я ловила себя на мысли, что зачем я в это вообще ввязалась, на что я подписалась. И каждое утро, когда я вставала, я думала, что сегодня мне готовит день. И когда особенно тебя переполняют очень сильные эмоции, ты не знаешь, как их проявлять, как их выражать и что скажут другие люди. Я помню, когда мы сидели на Чигете, на краешке, я очень сильно переживала, что все, мы сейчас туда все сорвемся, а у меня дикий страх высоты, и у меня хлынули просто слезы из глаз, и я думаю, а как дальше, как на камеру, как это вообще делается? Это было сложно, этому никто не учит, про это никто не говорил. И тем не менее, там, когда я все это пережила, у меня остались только положительные эмоции и большая дикая гордость за то, что я это сделала, за то, что я преодолела себя, и благодарность к ребятам, ко всем, и к камере, которая всегда со мной. Стоп. Снято. Юль, пора в аэропорт. Едем. Погоди-ка. Юля, эти вещи теперь твои. Это подарок от турклуба «Пик» и наших партнеров ВКС и Термира. Правда? Спасибо. Давай, пришло время прощаться. Хорошей тебе дороги и до скорых встреч. А я погнал на 120-километровый трейл. Увидимся скоро.